северных широтах летними ночами не только светло, как днем, но бывает и весьма шумно, да и прохладно. Здесь дождь может лить сутками, не прекращаясь. Смогу ли я создать уют для полноценного отдыха и сна в этих условиях? Летом в северных широтах ночью солнце не прячется за горизонтом. И даже в пасмурную погоду ночью светло, как днем. Кажется, что ночи нет. Для меня, выросшего в южных широтах, отсутствие ночей выглядит невозможно. Погода здесь меняется очень быстро, но дожди могут лить и сутками напролет. Путешествие по северным озерам и островам я предпочитаю закрытой палатке, а обычный гамак, поскольку искать ровную площадку для установки классической палатки приходится слишком долго. Здесь очень каменистая местность, а деревья для гамака здесь есть абсолютно везде. Для защиты от дождя мне достаточно защитного тента навеса 3 на 3 метра, а от комаров во время сна спасает сетка самого гамака.
дождя и комаров я уже хорошо защищен. Из проблем остались слишком светлые ночи, холод из-за дождя и долгого отсутствия солнца и весьма шумная погода. Но и эти проблемы довольно легко решаются простейшим самодельным утеплителем, который я сделал из самой обычной фольгированной подкладочной ткани. По моим измерениям, этот простейший утеплитель помогает сделать температуру внутри гамака дополнительно на 5-7 градусов больше, чем на улице, за счет отопления жилого объема гамака теплом человеческого тела. В свернутом виде такой утеплитель занимает в рюкзаке совсем маленький объем, размером всего лишь с мой кулак. И это многофункциональное походное снаряжение, поскольку я предпочитаю создавать универсальные вещи. Помимо утепления гамака, такую подкладочную ткань можно использовать, например, фольгированным слоем к телу, в качестве тонкого одеяла, практически в любых условиях. Или спасаться от комаров, когда нет антимоскитной сетки. Под тканью можно свободно дышать, она хорошо пропускает воздух. А можно применить и в жаркую погоду в качестве тента укрытия, если развернуть фольгированным слоем наружу, чтобы отражать солнечный свет и уменьшить нагревание самой ткани. Ширину сетки гамака я специально стянул самодельными шнурами-затяжками до минимума, чтобы уменьшить жилой объем для холодной погоды, чтобы легче было отопить теплом собственного тела. На самом же деле ширина сетки такая же, как и у ткани нижней части гамака, и при необходимости сетку можно повесить намного выше. Вот теперь все основные проблемы решены. Внутри стало уютно, тепло, тихо и достаточно темно, чтобы и спокойно спать, но и чтобы обойтись без электрического фонарика.